Сегодня хочу показать вам свою партию. Чем она примечательна? Насколько я помню, это первая партия, в которой я сумел одолеть гроссмейстера. Мне было 18 лет, это был полярный круг, Open турнир в городе Салехарде, 2006 год. И против меня черными играл Обухов Александр. Надо сказать, что эта партия, я хочу показать ее не просто потому, что я выиграл гроссмейстера, но на самом деле она может быть поучительной. План, который в ней был проведен, и сегодня этот план актуален, и вариант теоретически дебютный актуален. Я надеюсь, она будет полезна для вас, и вы чему-то на этой партии сможете научиться. Была разыграна испанская партия. Это один из моих любимых дебютов, потому что это стратегически богатый дебют. Основной вариант испанской партии. И, кстати говоря, хочу отметить, что есть такой очень интересный вариант. b5, слон b3 и конь a5. Вот такой вариант за черных. И нужно сказать, что сколько я, например, не исследовал, не анализировал этот вариант, мне не удалось найти здесь какое-то существенное преимущество за белых. Вариант очень интересный за черных. Вот. И это типовой прием, кстати говоря, это постоянная стратегическая угроза, которая нависает над белыми. Стратегическая, именно стратегическая угроза, размен этого важного слона, да, белопольного слона, который очень хорошо работает здесь, размен его на коня. Если кто-то знает что-то про этот вариант, можете написать про это в комментариях. Это очень интересный вариант, как здесь получать преимущество или что вы думаете. Мы можем затеять такую очень интересную дискуссию про этот вариант. В партии же был сыгран основной вариант. Конь f6, черные атакуют пешку в центре, мы делаем рокировку, не боимся, если черные заберут пешку, потому что это чревато всякими приключениями, да, для черных. Откроется линия Е. Вот, и, в общем-то, это можно сделать только после хода, наверное, b5, или сначала, если мы заберем, и затем на ход d4 мы уже можем пойти b5, да. b5, слон b3, получается вариант, другой вариант испанской партии, открытый вариант. Довольно, кстати, хорошо себя сегодня чувствующий. Но этого не было, слон e7 черные пошли, перешли в классический вариант. Белые защищают пешку, уже создана конкретная угроза забрать пешку центральную, да, грозит. Слон бьет c6 и конь бьет e5. b5 поэтому, d6, последние очень много десятилетий не теряет актуальности, конечно, атака маршала. Это ход d5. И именно из-за этого хода, из-за этого дебюта, варианта, сейчас зачастую не играют c3, прекратили играть c3, играют чаще d3, a3, h3, разные пути ищут, как избежать вот этой атаки маршала. Идея в том, что именно на c3 уже не выходит конь. Там стоит пешка, поэтому конь не может занять такую центральную мощную позицию. Вот. Мы играли классический вариант. Черные пошли d6. И, кстати, здесь уже снова создана эта стратегическая угроза. Отъесть этого слона. Разменять его на коня. Я хожу c3, h3. Это важный ход. Белые не торопятся с атакой центра. h3 для того, чтобы не было хода слон g4. Если сразу пойти в этой позиции d4, то может последовать слон g4 с таким неприятным давлением, да, на центр. Уже созданы какие-то угрозы, и черные вынуждают белых как бы определиться. Либо побить на e5, либо что сделать? Либо продвинуть пешку вперед, либо придется как-то ее защищать, да, уже действовать, отталкиваясь от угроз черных.
Поэтому ходим h3, конь опять, черные пытаются контролировать по-своему центр, они создают снова эту стратегическую угрозу, слона, конечно, мы прячем, c5, вот они контролируют, значит, центр. Мы наносим удар по центру, ферзь c7, и здесь тоже в этой позиции есть ход d5. Я, честно говоря, не знаю, почему так не играют, почему этот вариант не популярен. Мне очень нравится и на этом ходу, мне этот вариант очень нравится и на этом ходу, и на следующем ходу, как у нас было. То есть я пошел конь d2, черные пошли слон d7, и вот здесь я задвинул c5. Задвинул d5, точнее, задвинул d5, и здесь хороша эта позиция тем, что черный конь не может отправиться по маршруту куда-то на b6 и на d7, потому что слон уже занимает позицию. Ну, во-первых, он на c4 не может пойти, потому что здесь конь его съест, да, и будет ослаблена пешечная структура. А во-вторых, даже если бы он мог, то он не сможет куда-то быстро вернуться, контролировать центр хорошо. Вот. Последовало, ну, минус, наверное, в том, что черные могут пойти где-то c4 и попытаться переставить коня на c5. Вот. Последовало ладья c8, конь f1 и конь c4. Я допускаю этот ход. Может быть, лучше было сначала пойти все-таки b3, да, не допускать этот ход коня на c4 и где-то его после c4 ограничить, чтобы он там скитался, да, находил себе какие-то поля. Вот везде он, как мы видим, ограничен. Очень неприятно. Наверное, лучшее поле для него будет где-то в районе f7. Вот. Но так не было. Я пошел конь f1, он пошел конь c4, ферзь e2 и конь h2. Уже создаются какие-то конкретные угрозы или хочется конкретно играть здесь белым. Этот план, кстати, актуален до сих пор. Довольно интересный план. Я проводил его с разными гроссмейстерами, играю в Блиц. Со Смириным я играл онлайн, так в Блиц с Ильей Смириным. Ну, мне нравятся все позиции, которые здесь получаются. Они очень за белых приятные. Вроде бы черные могут захватывать это поле после f4, но это очень сложно сделать. Это только кажется, что можно его захватить. Сейчас вы поймете, о чем я говорю. Вот f4, побили, и сейчас я уже грожу пойти где-то e5, да, подготовить этот удар и пойти e5. Может быть, ладья d1. Черный нападает на пешку b2, слон d3, конь e5. Вроде бы конь успел перестроиться, но мы этого коня снимаем. Кстати, вот этот ход и в принципе концепция, что мы отдаем, в этой позиции уже можем позволить себе отдать слона, да, белопольного. Будет еще одно видео в ближайшее время, в котором я расскажу вам, надеюсь, оно будет очень поучительным, я расскажу в нем, как в дебюте можно решить проблемы, разменивая как раз слона на коня. Порой даже в очень неожиданных ситуациях, интересных, просто берем, меняем слона на коня, и позиция становится довольно тяжелая. Ну, как бы равная или перспективная, где-то, может быть, даже тяжелая. В данном случае позиция стала в этой партии тяжелая. Почему? Потому что у меня есть проходная. Вот это поле уже совсем мы не успеваем контролировать никак. Вот. И если я успею пойти e5, а я успею пойти e5, то у меня будет проходная пешка по центру, которая в дальнейшем решила судьбу партии. Слон e8, последовала ладья d1, все стоит по центру, чем-то напоминает позицию с изолятором, и потом последовала наконец-то e5. Все, прорываемся в центре, проламываем. Черные тут пытаются установить коня на d3, но, к сожалению, не успевают это сделать. Слон e3, конь бьет, бьем не сразу, но сейчас второго слона мы тоже меняем, бьем на c5. Если побить просто на c5, то что произойдет? Мы просто поменяемся, да?
Мы поменяемся, разменяем второго слона, и пешка неудержима. Просто d7 нечем контролировать. Ну, вот такой вариант приблизительный, да? Сюда, сюда, побили, побили, и все. Можно, наверное, уже занавес-то и опустить. Можно уже сдаться. Вот. Так не было. На слон c5 был ход слон e5, ферзь e5, побили, побили, ладья c5. На самом деле я вот эту позицию я помню довольно хорошо, несмотря на то, что это было почти 20 лет назад. Я хорошо посчитал здесь, видимо, форма у меня была хорошая, и я вот эту позицию хорошо себе в уме представлял, и представлял себе позицию, которая получится в будущем. То есть я знал, что я, конечно, пойду конь e4 и затем двину пешку вперед. И вот эта позиция, вот приблизительно до сюда я посчитал, шах и ладья d6. И я остановил здесь расчет. Почему? Потому что мне показалось, что в этой позиции, в общем-то, где-то через несколько ходов у черных просто ходы закончатся. Не будет у черных хороших ходов. Так, в общем-то, и случилось. То есть я запотовал как бы все черные фигуры, никто не может двигаться никуда. И теперь нужно только подготовить ход ладья e8. Да, ладья e8 и подготовить проведение пешки в ферзи. Никто никуда не может ходить. Я подвел еще ладью. И вот после ладья e8 уже просто некуда ходить. Пока что держится все на небольшой тактике, что я не могу просто съесть и съесть слона, потому что противник съест коня. Ну, конечно, я не собираюсь менять такого коня на такого слона. Слон здесь пассивен, он хоть и стреляет, он не оказывает давления на участок, который главный здесь. Это, конечно, проведение пешки. На вот этот участок он никак не влияет. Опять, ну и партия. Король Е3, не знаю, зачем я так ходил. Можно было так и не ходить, и раньше решить исход партии. Ну, наконец-то я просто побил и дал шах, после которого черные сдались. Сдались, потому что теряется слон, и остается и проходная пешка, и конь, все на свете остается. У белых просто выиграна абсолютно партия. Напишите в комментариях, что вы думаете в отношении этой партии. Очень интересно ваше мнение.